Всем привет! Рада видеть вас на моем канале, и в этом видео мы будем обсуждать, что нужно начинающей брошечнице или что нужно для того, чтобы начать вышивать броши. Я сделала несколько видео, у меня они будут распределены по степени необходимости, степени важности тех или иных расходных материалов. И в этом видео мы разберем самые распространенные и, на мой взгляд, самые необходимые расходные материалы для того, чтобы создавать чудесные броши. Но прежде чем мы приступим, не забываем подписаться на этот канал, поставить лайкосик и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Приступаем! Для начала нам нужно разобраться в том, в каком, можно сказать, жанре вы хотите выполнить свою брошь. Например, если вы хотите вышивать просто на фетре, соответственно, вы выбираете из возможных вариантов фетра. Итак, есть несколько видов основных, которые используются при вышивке брошей. Я чаще всего использую мягкий фетр. У меня это фетр в основном толщиной 1 мм. Если я хочу добавить объема, я буду использовать фетр толщиной 2 мм. Здесь вы можете видеть, что фетр довольно тоненький, мягкий и очень, я бы сказала, хрупкий относительно. То есть его легко распушить. Второй вариант, который вы можете использовать, это фетр жесткий. Такой фетр не нуждается в том, чтобы вы его запяливали. То есть он имеет довольно плотную структуру, он, конечно же, мнется, но тем не менее на нем довольно удобно вышивать без пяльцев. И таким образом мы переходим к разговору о пяльцах. Кстати, по поводу жесткого фетра, толщина его тоже порядка 1 мм. Сейчас перейдем к пяльцам. Я вам покажу, какие виды пялец бывают. Я чаще всего использую, если я вышиваю одну брошь, то использую небольшие пяльцы. У меня это пяльцы из каучука и пластика. Вот такая вот резинка эластичная. И вот такая внутренняя часть из пластика. То есть сюда я запяливаю свой фетр. И таким образом я могу вышивать. Мне так удобно, но это не обязательно, поскольку у нас существует большое разнообразие способов запяливания ткани. Кстати говоря, если вы хотите вышивать другими способами, то и основы вы будете выбирать совершенно другие. Например, если вы хотите вышивать в стиле люневильской вышивки, да, запяливание здесь довольно сложное, то для основы выбираются уже не фетр, а, например, фатин или сетка. Я скажу откровенно, я не вышиваю люневильским крючком, но примерное представление о том, как это делается, незначительное, скажем так, я имею. Помимо такого обычного, простого вида пялец, у меня есть немножко иные. Есть тоже из резинки, вот такой, большой такой пяльцы. Его можно использовать для более крупных работ или если вы хотите сделать сразу несколько брошей. Выглядит довольно просто, точно так же. Другая разновидность пялец, которая у меня есть, у меня еще их несколько штук разных, это вот такая. При помощи вот этого колесика вы можете регулировать силу натяжения ткани. То есть сильнее закрутили, ткань сильнее зафиксирована. Расслабили, и ткань уже выходит из этого защипа, зажима. Также для развлечения я купила себе еще один вид пялец. Сейчас покажу. Чуть подальше сделаем. Это вот такой вот агрегат. Он крепится к столу. То есть стол у нас находится вот здесь. Но мне оказалось неудобно то, что вот эта часть, она зафиксирована здесь. Крышку-то можно снять. Тут, видите, механизм специальный. Он раскручивается, и можно достать это кольцо. Но мне неудобен вот этот размер. Я не подумала о том, что мне нужно колечко поменьше диаметром, пяльцы поменьше диаметром. И поэтому я особо не использую вот эту работу. Но если вам подходит такой диаметр, здесь порядка 22, наверное, сантиметров, то почему бы и нет. У меня вот лежит просто без дела.
Пяльцы я не держу на весу, пяльцы я закрепляю при помощи струбцины. Сейчас я ее вам тоже покажу. У меня это обыкновенная строительная струбцина, я уже ее показывала в прошлом видео. Я ее использую просто для того, чтобы зафиксировать работу к рабочей поверхности. Вот таким образом у меня пяльцы, а здесь под ним у меня рабочий стол. И таким образом мне легко работать, я вижу, что происходит сверху, и у меня свободны обе руки. Струбцину я рекомендую взять, она стоит недорого, хороший вариант для начинающих. Если у вас нет струбцины, ничего страшного, это можно пережить. Некоторые зажимают свои пяльцы книжками тяжелыми, прижимают любыми тяжелыми предметами. К расходным материалам мы сейчас перейдем, но я хочу показать вам еще несколько полезных агрегатов, которые не обязательны, но желательны. Я использую вот такую обычную палитру для рисования. Она удобна тем, что сюда можно насыпать все расходные материалы в большом количестве и все время видеть перед собой все, что вам нужно. Единственный минус – это можно легко вот так толкнуть рукой и все разлетится. Надо просто аккуратно себя вести. Далее, сейчас покажу, какими я пользуюсь ножницами. На самом деле не обязательно иметь такой большой арсенал. Я рекомендую иметь ножницы для работы с какими-то мягкими материалами, например, ножницы, которыми вы будете резать фетр или нитки, какие-то шнурки, а также иметь отдельные ножницы, чтобы резать канитель, о которой мы поговорим чуть позже. Почему? Канитель – это жесткий материал, который имеет свойство затуплять лезвия ножниц, и со временем они приходят в негодность. Я, как человек не жадный, я использую вот эти ножницы, я купила их на AliExpress, они стоили совсем недорого. Для видео очень красиво, и я думаю, что если мне надо будет, я еще дозакажу. Но в любом случае ножницы можно также еще заточить отдельно. Есть у меня вот такие ножницы с закругленным концом. Они удобны в случае, если нужно вырезать аккуратно по краю какую-то форму, огибая что-то. Это очень удобно. Рекомендую. У меня это были раньше маникюрные ножницы, но я их, скажем так, приладила к работе в вышивке. Иногда я использую более крупные ножницы, если я хочу порезать какие-то большие куски ткани, но это не обязательно. Вам достаточно буквально двух видов. Вот таких и вот таких. Иногда, если вы работаете с какими-то металлическими детальками, например, какие-то концевики, зажимы, вам нужно их как-то чем-то надкусывать. Собственно, вы можете использовать, например, просто маникюрные вот такие кусачки. Можете использовать нормальные кусачки. У меня это кусачки-круглогубцы, удобная вещь. Вот этой частью мы закусываем проволоку и делаем ее необходимой нам длины. Для того, чтобы делать разметку, вы можете использовать различные карандаши, ручки, портняжные мелки или портновские мелки. Просто удобно и легко. Можете использовать как мелок, можете использовать гелевую ручку. Немножко ее надо расписать. Единственное но, имейте в виду, что если вы рисуете яркой какой-то цветной ручкой по, допустим, светлому фетру, и, не дай бог, эта брошь потом попадет под дождь, у вас появятся разводы. А более того, иногда ручка может пропитать нитки, которыми вы вышиваете поверх этого фетра, поверх этого рисунка. Поэтому всегда обращайте внимание на этот нюанс. Теперь перейдем к вопросу о нитках. У меня нитки, кстати говоря, хранятся. И заодно к вопросу о хранении. Нитки вы можете хранить где вам удобно, где вашей душе угодно. Со временем разжилась вот таким контейнером, потому что мои нитки просто перестали помещаться в обычных коробочках. Мне здесь удобно хранить все. Нитки у меня разные, от обычных швейных до крутых немецких. Вот я люблю вот эту фирму Гутерман. О, иголочка выпала аккуратненько. Гутерман. Они очень прочные, но, к сожалению, дороговаты. Но они стоят своих денег. Однако, поскольку мы сейчас обсуждаем то, что нужно
На первых этапах, скажем так, начинающему специалисту по брошкам, начинающей вышивальщице по брошкам, то я рекомендую просто начать с обычных ниток. Обычные швейные нитки, у меня это, я так понимаю, просто синтетическая нить есть. Это никак не влияет на качество работы на первых этапах, потому что очень часто вам просто нужно скрепить какие-то детали между собой, например, несколько слоев фетра. И абсолютно не важно, какой нитью вы это сделаете. Другой момент, если вы хотите сделать какой-то узор, какую-то деталь вышить на поверхности своей работы, и вам нужна для этого аккуратная, прочная, хорошая нить, тогда да, вы можете использовать Гутерман или аналогичные этой фирме нитки. На самом деле их существует большое множество. Вы можете поискать в интернете для себя, попробовать. Кому-то может Гутерман и не понравится. Вот я хотела показать, что они есть и также разной толщины. Вот нитка чуть более плотная, а вот чуть тоньше. Ну и та, и другая отличного качества, мне очень нравится. Мне повезло, потому что я закупилась этими нитками на распродаже, на закрытии магазина, и их там отдавали просто даром. К сожалению, я на тот момент еще не планировала вышивать броши и взяла очень мало. Просто на пробу мне было интересно, что это за нитки. Ну и, к моему удивлению, я поняла, что они мне безумно понравились. По поводу ниток также есть и нитки с примесями, швейные металлизированные нитки. Вы также можете их использовать для оформления каких-то декоративных элементов. Они различного вида, есть различного цвета, различных фирм. Вот это я покупала в Леонардо, это фирма Гамма. Довольно много у меня чего есть с этой фирмой связанного. Вот есть вот такая металлизированная нить, тоже симпатичная. Хранить это все удобно, когда все в одном контейнере, не надо ничего искать. Я пока показываю только то, что нам необходимо. Также у Гутерман тоже есть металлизированные нитки, но и стоят они, скажем так, по-гутермановски. Но нитки чумовые, если честно, мне очень нравятся. Вот и есть еще множество ниток. В общем, можно обойтись буквально несколькими цветами на первых порах. Не стоит прям с ума сходить и все скупать разом. Денег не хватит. Это все я копила довольно долго. Параллельно отбирала у всех, у кого видела что-то. У всех это в смысле у мамы и у невестки. Так. Это мы попозже разберем. Далее, из обязательного, да, помимо этого обязательно у нас должны быть иголки. Иголки для вышивки. Можно купить сразу наборчик. Ну, логично, да? Что это будет наборчик. Сейчас мы их найдем. Я их где-то здесь видела. А, вот они мелькали у меня. Значит, у меня вот такие иголки. Я использую именно эту фирму. Значит, сейчас я приближу. Вот такие иголочки у меня. Размер 12. Здесь у меня, правда, еще и другие виды иголок. Из других наборов. Ну вот, если посмотреть. Вот она. Тоненькая, аккуратненькая. Отличные иголки. Мне нравится. У меня есть иголки и меньшего диаметра, но, вы знаете, очень сложно с ними работать, особенно если руки не привыкли, они просто ломаются. К сожалению, я не знала и сломала сразу несколько иголок из дорогого набора. Было обидно. Поэтому пока начинайте вот с таких бисерных иголочек. Ну а теперь приступим к вопросу о бисере. Самым, скажем так, волнующим. Это не все мои запасы. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Но храню я их вот именно в таком виде. Мне так удобно. Я стараюсь распределять их по цветам, чтобы мне было потом удобно доставать и совмещать несколько похожих по цвету, но разных по оттенку видов бисера. Здесь также есть и Сваровски, бусины, кристаллы, пайетки. Я сейчас все покажу.
и расскажу, что вообще стоит брать, на что обращать внимание и на чем не скупиться. Начнем с обзора именно вот этого контейнера. Почему? Потому что здесь у меня лежит микс, даже несколько миксов. Обратите внимание, в магазинах часто можно встречать миксы бисера, например, вот такого вот плана. Чем это хорошо? За одну цену вы покупаете сразу несколько разновидностей бисера. Вы можете попробовать не только, допустим, 10 или 15, но более мелкий или более крупный бисер. Помимо этого вы можете попробовать и стеклярус, и рубку, и все, что здесь найдете. Это удобно, потому что чаще всего они подобраны очень хорошо, то есть цвета между собой всегда сочетаются, и можно сделать какую-то интересную работу, не заморачиваясь на поиски миллиона разновидностей бисера и тратя на это много-много денег. Также вы можете видеть у меня вот здесь вот такой вот микс, тоже интересный, мелкий, иногда что-то отсюда достаю, использую, очень удобно. Это бисер, я бы сказала, наверное, даже меньше, чем десятка. Ой, не помню размер этого бисера, но он очень мелкий, и здесь больше 4 или 5 цветов разных. И если приглядитесь, они даже между собой по диаметру немножко отличаются. Далее. Я советую сразу покупать нормальный чешский бисер. Не тратьте свои деньги на китайский дешевый бисер, который разнокалиберный, который делает вашу работу сразу дешевой. Бисер лежит некрасиво, и как бы вы ни старались, вручную вы не выбирали бы, это бесполезно. Работа сразу, считайте, потеряна. Помимо этого, я рекомендую вам заглянуть на AliExpress. Там есть вот такие разновидности бусин, я вам сейчас их покажу. Вот эти, вот такие биконусы. Вот хорошо их видно. Стоят они там недорого, и можно найти довольно неплохого качества. Но, конечно, стоит обращать внимание на то, какого они вида внешнего. Иногда попадаются не очень хорошие бусины, их стоит сразу просто убрать или же просто поменять продавца. В основном мне приходили всегда хорошие бусины. Один раз мне не понравился набор, там выглядели они как будто их уже использовали, и я больше их не покупаю у того продавца. Бусинки очень красивые, от Сваровски они особо не отличаются. Если вы помните, у меня был обзор материалов, когда я показывала биконусы Сваровски и биконусы с AliExpress, и особых различий там не было. Скажем так, только матерые брошечницы смогут различить, где настоящие, а где не очень. Вот такого качества бусины. Очень разнообразят ваши работы, стоит приглядеться. И стоят они довольно недорого. Скажем так, очень дешево по сравнению с теми же Сваровски. По поводу миксов, вот я еще покажу другую разновидность миксов. Например, вот такие. Но, если честно, мне кажется, здесь просто намешали все, что было, в одну кучу, потому что здесь нет никакой логики абсолютно. Но, тем не менее, можно какую-то тут интересную бусину найти и использовать. Решила, раз есть, то куплю. Вот такие вот контейнеры – это не обязаловка. На самом деле, на первых порах вы можете хранить все в пакетиках, если они с замочком Ziploc. Если у вас есть возможность, можете также хранить вот в таких футлярах. У меня, не будем лукавить, у меня они остались после бисера, у меня они остались после бусин Сваровски, после жемчуга. Тоже удобно. А еще, когда у меня какой-то бисер находится в активной работе, я также могу его складывать вот в такой вот многоярусный контейнер. Тоже удобно. Кстати говоря, вот здесь у меня вот этот микс, о котором я уже говорила. Также у меня там ниже этажом другой есть, тоже красивый. Сейчас попробуем его открыть, не растеряв. Вот. Очень мне нравится. Чешский бисер вообще по качеству просто фантастика для меня. После китайского, конечно же. И посмотрите, какое здесь обилие разных бусин. Можно выбрать на любой вкус и цвет, и попробовать и то, и другое, и пятое, и десятое.
В общем, стоит обратить внимание. Первое время я хранила бисер в других контейнерах попроще. Сейчас покажу. Я хранила бисер вот в такого рода контейнерах. Сейчас у меня здесь только бусины. Неудобна такая форма хранения тем, что вот эти перегородки могут периодически выпадать и бисер может смешиваться. Но, с другой стороны, удобно, если вам нужна большая ячейка. Их я тоже заказывала на AliExpress, а большие вот эти я покупала в Leonardo. По поводу клея. Я чаще всего использую клей Момент. У меня их несколько видов. Это кристалл и гель. А еще иногда бывает, что я применяю вот такой клеевой пистолет. У меня это уже такой старенький товарищ, рабочая лошадка моя. Удобная в использовании вещь, не только в брошках, но и в любых других видах рукоделия можно применить. Я и съедобные букеты, когда делала, мне надо было крепить какие-то детали на букет, тоже очень удобно. И занималась, когда флористикой, тоже мне понравилось. Довольно удобная вещь, ну не во всех случаях, но в большинстве. Теперь мы поговорим о булавках для брошей. Я вам покажу сразу и хорошие, и, скажем так, доступные варианты, которые можно приобрести. Значит, с китайских сайтов были заказаны следующие булавочки. Я их покажу сейчас, вы поймете, в чем дело. Я вам объясню, как их различить, так скажем. И покажу вам одну качественную булавку. Одна такая булавочка стоит порядка 50 рублей, как эта золотая. В чем ее соль? Она японская. Я всегда в видео стараюсь обратить ваше внимание, не знаю, видите ли вы или нет, когда я это делаю. Надеюсь, что видите. Я показываю на буковку М. Вот здесь вот в центре М. Это обозначение говорит о том, что это фирменная булавочка. Раньше там была другая буква, но потом фирма поменяла на М. Это вариация булавки с фиксатором. Вот эта фиксирующая головочка не дает брошке расстегнуться. И здесь игла максимально острая, и ее плюс в том, что она не шершавая, то есть она не цепляет и не рвет ткань. Это основная ее, скажем так, сильная сторона. Ну и в целом она выглядит несколько презентабельнее, чем если брать в сравнение другую булавку. Возьмем другую булавку, такой же, по-моему, длины, нет, она чуть меньше. Ну, неважно, какую-нибудь, вот любую. Правда, здесь у меня другой механизм замыкательный, обыкновенный, без каких-либо дополнительных застежек. И качество этой иглы, может быть, даже на видео будет видно, что она очень шершавая. Ну, этот вариант еще более-менее удачный, но если приглядеться, то оставляет желать лучшего, да? Даже если эту часть вы спрячете под тканью, то иголка будет цеплять и рвать каждый раз ткань. Это не критично. На самом деле, если это какое-то пальто из кашемира или драпа, может быть, это и не будет заметно. Но если это будет какая-то тоненькая футболочка, я думаю, что ей будет капец. Да, безусловно, вот такая пачка может обойтись вам рублей так в 150-200, в то время как за эти деньги вы купите всего 4 вот такие булавки. Ну и качество работы у вас будет соответствующее. На первых порах, если вы не заморачиваетесь, вы можете взять вот такие булавочки, пользоваться ими. Ничего страшного в этом нет. Но это, как знаете, пользоваться китайским бисером и пользоваться чешским бисером. Разница тоже такая себе, знаете. По поводу расцветок и размеров. Существует, конечно же, большое количество размеров. То есть от вот таких вот масеньких булавочек до порядка там 3,5 сантиметров я видела. Не только такой формы, не только с такой головкой. Есть и броши, в виде брошей, вот такие кругленькие, я вам сейчас покажу. Если они у меня здесь. Ага, есть. Есть вот такого плана, например. Но это
Это при условии, что у вас вот прям вот должна быть вот именно такая многофункциональная вещь. То есть это и как заколка может использоваться, и как брошка может использоваться. Но я не знаю, я ни разу не использовала, просто было интересно посмотреть, я заказала. Качество тоже такое себе, потому что это Китай. Это Алиэкспресс. Есть еще в виде длинных таких булавочек варианты основ, но у меня, к сожалению, такого нет. Варианта вам показать его, потому что мне не нужны были такие формы, я их и не заказывала. Это не последнее видео, здесь мы разобрали только, как я уже сказала, самое основное. В следующих видео я расскажу о иных видах материалов, которые можно использовать. Не забываем поставить лайк, поделиться этим видео со своими друзьями, а также подписаться на этот канал, чтобы ничего не пропустить. Целую всех, пока!